Привет, друзья! Привет! С вами Макс и Юля. И добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для иностранных студентов, которые изучают русский язык. Это видео из Казахстана. Мы сейчас в Казахстане. Да. В прошлом видео мы уже пытались подняться в горы, но мы приехали не совсем в правильное место. А сегодня кажется, что мы... Приехали в правильное место. Да, мы приехали в правильное место. Посмотрите, здесь вокруг высокие, красивые горы. А вот там находится озеро, которое называется Иссык. Озеро Иссык. Но не нужно путать озеро Иссык-Куль, которое находится в Киргизии, с озером Иссык, которое находится в Казахстане. Вот здесь будет карта, чтобы вам было понятней. А мы сейчас идем к озеру. Это примерно 1 километр в ту сторону. Как только Юля достала самсу с тыквой, это самса с тыквой, сразу же прибежал вот такой вот пес и уже съел половину самсы. Ну как, пес? Вкусная самса? Посмотрите, как он смотрит на самсу. Голодный мальчик. На, малыш. Самса с тыквой ему явно понравилась. Мы идем минут 10, и мы уже видим озеро. Вот там оно находится. Озеро с абсолютно такой голубой, красивой водой. Сейчас мы подойдем поближе к этому озеру, и я вам немножко расскажу про историю этого озера, потому что у этого озера достаточно интересная история. Ну а вокруг здесь горы, посмотрите, какие огромные, покрытые снегом и льдом горы. Так, где у нас снег и лед? Подождите, нет, давайте вот туда посмотрим. Вот, горы, вершины, покрытые снегом и льдом. Вот, а здесь остатки инфраструктуры, которая здесь была. Вот здесь, например, плитка, керамическая плитка. Вот. Здесь еще какие-то остатки, фундамент. Здесь явно что-то было. Давайте пройдем, посмотрим, что тут еще есть. Вот снова плитка. Видите, еще плитка. Это все осталось еще со времен СССР. Вот. И вот здесь тоже посмотрите. Здесь явно было какое-то здание. Видите, это то, что от него осталось. Как появилось это озеро? У этого озера действительно интересная история. Потому что я читал, что оно появилось где-то 8 или 10 тысяч лет назад. Как именно оно появилось? Видите, там течет река. Горная река протекает вот там. Река тоже называется Иссык, или по-казахски Есик. И 8-10 тысяч лет назад в этом месте произошел грандиозный обвал. Да, что такое обвал? Ну, это разрушение гор, и огромное количество камней свалилось сюда и образовало естественную плотину. Высота этой плотины была около 300 метров. И постепенно здесь начало появляться озеро. Оно было достаточно большим, сейчас оно меньше, но об этом я расскажу чуть позже. Вот оттуда течет река, сюда, вокруг горы, и насколько я могу понять, то вот эта часть, где-то примерно вот это и есть та плотина, которая появилась в результате обвала 8 или 10 тысяч лет назад. Во время СССР
примерно с 30-х годов в этом месте начинают строить туристические базы, потом и рестораны, и гостиницы. То есть это место превращается в такую рекреационную зону, то есть зону для туризма, для отдыха. И это становится место очень популярным, очень популярным. Сюда даже приезжал Никита Сергеевич Хрущев и другие партийные лидеры. Но вскоре, в 1963 году, здесь происходит трагедия. С этих гор сошел селевой поток. Да? Сель — это когда идет такая лавина из камней, грязи и воды. И этот сель был гигантским, одним из самых мощнейших в СССР. И он снес здесь все, пошел дальше туда вниз и еще снес часть города, поля и погубил множество жизней. Вот такая вот трагедия произошла. Эту плотину прорвало, и озеро полностью ушло. И вот только в 90-х годах удалось восстановить плотину, и сейчас это озеро потихонечку набирается. Примерно на 3/4 от прежнего объема сейчас озеро набралось. Да, на 3/4. То есть раньше это озеро было больше. И здесь на возвышенности установлен поклонный крест в память тех, кто погиб здесь 7 июля 1963 года, когда сошел сель и разрушил здесь все и унес огромное число жизней. Сей крест сооружен в память погибшим во время селя 7 июля 1963 года. Успокой, Господи, души усопших раб Твоих. Вот так сейчас выглядит плотина. Там озеро, река идет оттуда, здесь река питает озеро, и потом река выходит вот там и течет дальше вниз. Но, насколько я понимаю, это уже другое русло реки. Раньше река текла не здесь, то есть до трагедии река текла в другом месте, но сейчас она течет здесь. Юля запаслась пирожками. Да. Юля, какие пирожки ты купила? У нас есть самса с курицей и самса с уткой. Самса с курицей, самса с уткой и пирожки со шпинатом. Вот такие вот ржаные пирожки. пирожок со шпинатом. Вот примерно так и выглядит сель, когда камни вместе с землей и с деревьями несутся сверху с гор и просто сметают все на своем пути. Куда едешь? Куда едешь? В горы? Ну давай, удачи. Блин, этому парню нет и 10 лет, наверное. Ему лет 8 или 9. Он уже на лошади с другой лошадью едет куда-то в горы. Это просто шок-контент. Вот такие вот они, настоящие казахи. С юных лет на лошади. Прям, ух. Мы уже возвращаемся назад к машине, но вдруг увидели вот такую башню. Кажется, что там наверху смотровая площадка, но там никого нет. И мы хотим попробовать подойти к ней и посмотреть, можно ли там подняться наверх. Эта башня выглядит очень круто. Мы уже ближе к башне. Сейчас посмотрим, можно ли туда подняться.
Итак, момент истины. О-хо-хо-хо! Смотрите, я не вижу никакой таблички, запрещающей, так что мне кажется, что можно и нужно туда подняться. Так, ступеньки металлические, ступеньки крепкие. Ну, начинаем подъем. Юля, давай забирайся. Забираюсь. Ведь видно, что здесь никого нет. Да, правда, удивительно. Ты не хочешь дальше подниматься? Нет. Страшно? Ну не страшно, но как спускаться-то потом? А что, по ступенькам? Ну, подниматься по ним проще, чем спускаться. О, и вот мы на вершине. Фу, ничего себе! Какой отсюда открывается потрясающий вид, друзья! Вы просто на это посмотрите. Это вообще что-то невероятное. Это просто что-то невообразимое. Очень красиво. И так высоко. Просто обалдеть. Обалдеть, какая панорама. Обалдеть. А вот там внизу, кстати, парковка. Там наша машина где-то. И вот туда мы поедем назад. Фух, обалдеть. А тут, смотрите, привязаны разные ленточки, мешочки, платочки, шнурочки, всякие даже маски. Обалдеть. Ну что ж, друзья, мы открыли потрясающий спот, потрясающее место абсолютно случайно. Это очень круто. Мы забрались на какую-то башню. Да, очень красивый вид отсюда открывается. А на этом мы с вами прощаемся. До встречи в следующем видео. И помните, всегда сворачивайте с главных дорог куда-то. Там начинается все самое интересное. Это правда. Пока.